Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. А сегодня я вам представляю свою новую работу. Это рубашка Мока, связанная в технике поперечного вязания. Очень простое вязание, справится даже начинающий. А вот этот узор, если кто-то заметит, я вязала, наверное, года 2 назад, я уже не помню. У меня была связана кофточка из пряжи Yarnart Flowers сверху вниз регланом, и там был узор волна. Этот узор я перевернула, и посмотрите, как здорово смотрится этот узор. Не нужно ничего надевать под эту рубашку. Спокойно можно надеть на белье. Здесь ничего не светит. Мне очень понравилось. Получилась эта модель очень спонтанно, но я очень и очень довольна этим изделием. Уже надевала, и, конечно же, сейчас я предлагаю вам посмотреть, как эта рубашка смотрится на мне. Сразу же посмотрим вес изделия, сколько составляет. Да, совсем немного. Эту рубашку я решила связать из пряжи Yarnart Style. Эту пряжу я покупала в 2 оттенках, молочный и вот такой красивый цвет. Это пряжа хлопок с вискозой. Здесь 57% хлопок и 33% вискоза. В 50 граммах 185 метров. Кому интересно, вот, пожалуйста, 655 это номер цвета. Пряжа имеет такой красивый блеск. Ну, пряжа практически вся пряжа. Вот мне встречалась только пряжа Bolero, которая не имеет блеска, где есть вискоза в составе. А так вискоза дает такой благородный блеск. Из этой пряжи можно вязать как спицами, так и крючком. Я вязала спицами себе маечку из молочной пряжи. И вот у меня эта пряжа лежала, ждала своей очереди. И тут вдруг она мне пригодилась. Решила я попробовать ее в крючке. И то, что получилось, мне очень и очень нравится. Давайте поближе посмотрим. Полотно. Нет никакого навязчивого блеска. Очень все хорошо смотрится. Полотно я отпаривала, чтобы именно было полотно тонкое, струящееся, так как здесь есть вискоза. Никаким образом отпаренное полотно не дает никакого вытяжения. Просто я его отпарила, просто разровнялось вязаное полотно. Потому что все-таки, когда мы вяжем крючком, оно немножечко, как бы, да, вообще, когда мы вяжем любую пряжу, я всегда делаю как бы ВТО, стираю изделие. То есть, если есть необходимость, то отпариваю. Вот это изделие по изнаночке я очень хорошо утюгом отглаживала. Отглаживала, то есть я не через марлю мокрую, а именно просто по изнанке я его гладила с паром. И у меня просто полотно разровнялось, чтобы вот это тонкое вискозное полотно, оно таким, как бы было таким, какое нужно. Конструкция этой рубашки, если вы видите, здесь вывязан скос плеча. Изделие вяжется поперек. И сегодня я вместе с вами провяжу узор этот узор вместе мы с вами провяжем. Он очень простой. Покажу, как я выполняла скос плеча. Сама конструкция, какая у изделия, как вывязать воротник, как выполнить обработку
обратите внимание, у меня все полотно вязаное обработано, чтобы края были красивые. Я для себя вот на предыдущем кардигане открыла такой способ. Ну, конечно, кто-то им вяжет уже давно. Это я для себя открыла. И мне очень понравился. Такая тоненькая обработка, но изделие имеет очень красивый законченный вид. Дает аккуратность полотну. Я очень и очень довольна. Поэтому еще раз говорю, что связать это изделие сможет даже начинающая мастерица. Здесь, ну, как бы владение крючком и внимательно, да, посмотреть, как делаются скосы плеча. То здесь ничего сложного нет. Ну что ж, давайте приступим. Еще не сказала, я использовала крючок 2,5 для вязания этой пряжи. Итак, конструкция моей рубашки выглядит вот таким образом. Вязание поперечное. Вот отсюда начинается вязание. И у меня составляет вот эта длина 41 сантиметр. В процессе того, как я буду делать прибавки, с одной стороны по спинке мы делаем прибавки, затем вывязывая горловину, по другой стороне мы будем делать убавки. Значит, когда все прибавки будут сделаны по плечу, у меня длина полотна составляет 46 сантиметров. По ширине у меня составляет спинка 49 сантиметров. Плечо, скос плеча, все плечо 15 сантиметров. Одна полочка, здесь все то же самое, а ширина одной полочки вместе с планкой, планка потом, конечно же, 25 сантиметров. Ну что же, давайте начинать вязание. У нас с вами техника поперечного вязания, то есть мы вяжем поперек. Вот так выглядит деталь. Одна деталь полочки. Мы видим здесь скос плеча. Узор. Это узор волна, который я использовала в своей кофточке, связанной регланом крючком. А здесь у меня этот узор вяжется поперек. Конечно, сейчас еще до ВТО все это пока кудрявенько смотрится, но это все потом разровняется. Итак, наш с вами узор выглядит следующим образом. Здесь чередуются 2 ряда столбиками с одним накидом, далее 4 ряда – это узор с филейной сеткой. Опять 2 ряда – это столбики с одним накидом и 4 ряда с филейной сеточкой, вот эти волны. Я вам покажу сейчас, как вяжется узор, как я делаю прибавки для скоса плеча. Вот здесь все очень просто, ничего сложного нет. Справиться сможет, я так думаю, даже начинающий, было бы желание. Вот смотрите, у меня связана правая полочка. Мы с вами будем сейчас вязать левую полочку. Набираете воздушную цепочку. Вот так вот она располагаться должна. Таким вот образом. То есть посмотрите, когда мы набрали, провязываем. Один ряд выглядит вот так, а с другой стороны вот так. С какой стороны у вас будет выполняться прибавки? У меня будут выполняться прибавки, получается, там, где у меня вот эта ниточка. Первый ряд. Вот когда вы набираете воздушную цепочку, набирайте ее свободно, чтобы здесь не было стягивания. Иначе будет потом швы, они будут подниматься вверх. Провязала я 2 ряда столбиками с одним накидом, набрала я 95 воздушных петель изначально. Ну что ж, давайте с вами провяжем узор. 3 петли подъема. Я уже смотрю по своей полочке, которая у меня связана, как у меня здесь идет узор, чтобы мне не сбиваться. У каждого из вас, то есть как бы вы будете видеть свое, но я думаю, начинать будете так же, как и я. Итак, в начале ряда
у меня 7 столбиков с одним накидом, считая 3 петли подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я сейчас еще разочек проверю. 7 ли. Далее у нас с вами воздушная петля. Столбик пропускаем, следующий провязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля, петлю пропускаем, следующий столбик с одним накидом. Воздушная петля, петлю пропускаем, следующий столбик с одним накидом. И считая вместе с этим столбиком, мы должны с вами провязать 11 столбиков с одним накидом. 2, 3 и так провязываем 11. Провязала 11 столбиков и далее повторяем: воздушная петля, столбик пропустили, в следующий столбик с одним накидом. Воздушная петля, пропустили столбик, столбик с одним накидом. И третий раз воздушная петля, столбик с одним накидом. Далее у нас идет 11 столбиков с одним накидом. Так мы провязываем до конца ряда. В конце у меня получилось 3 столбика с одним накидом. Первые 3 ряда я никаких прибавок не делала. Начиная с 4-го ряда я делаю прибавки для того, чтобы у меня скос плеча был. 3 петли подъема, поворачиваю вязание и провязываю в этот же столбик столбик с одним накидом. И еще один столбик с накидом. Теперь у меня идет, здесь должно быть уже 5 клеточек. Воздушная петля, петлю пропускаем, следующую провязываю столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик провязываю, столбик с одним накидом, воздушная петля, в петлю столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Получается 5 клеточек. Далее мы с вами провязываем. Получается у нас 2, 4, 6, 7 столбиков. Считаю вот этот 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять повторяем 5 клеточек. Так до конца ряда. Закончила второй ряд узора и переходим к третьему. Теперь наши с вами клеточки переезжают вот на это место, где были столбики. 3 петли подъема, поворачиваем вязание. Значит, у нас будет одна клеточка вот над этой клеточкой. 1, 2 и, значит, 3 у меня получается. Воздушная петля, пропускаю одну петельку, столбик с одним накидом. Воздушная петля, пропускаю петельку, столбик с одним накидом. Воздушная петля, над клеточкой клеточка. Теперь вот в эти 3 провязываем столбики с одним накидом. Под воздушную петлю столбик с одним накидом, в столбик, столбик с одним накидом. Под воздушную петлю столбик, в столбик, столбик с одним накидом. Под воздушную, в столбик. И теперь провязываем 5 клеточек. Над этой клеточкой у нас получается клеточка 1, воздушная петля 2,
3. Так, 3. Воздушная петля, 4. И 5. И далее мы повторяем с вами. Подошли к концу ряда. Здесь я провязываю над клеточкой клеточку. Еще одна клеточка у меня получается. И в этот же столбик я провязываю еще один столбик с накидом. 3 петли подъема. Это 4-й ряд нашего узора. Провязываю. Значит, это у меня 1-й. 2-й. Здесь уже не делаю прибавок, пропускаю. Вот 2 столбика у меня получается. Далее воздушная петля, клеточка. Следующую клеточку закрываем. Под воздушную петлю столбик. Далее здесь у нас в каждый столбик с одним накидом. Их получится у нас с вами 11. Далее эту клеточку мы тоже заполняем. Под воздушную петлю столбик. Над столбиком столбик. И далее у нас 3 клеточки должно быть. Воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Вот она у нас пошла. И теперь здесь заполняем, то есть у нас получается здесь 11 столбиков. Так провязываем до конца, вяжем в обратную сторону. Можно видеть уже, что у нас начинается подниматься плечо. Здесь, конечно, нет, вот для меня я не делаю как бы определенно, я просто смотрю. То есть вот здесь я сделала прибавку, в следующем тут пропускаю, в следующем пропускаю 2 ряда, вяжу как обычно, дальше опять делаю прибавку. Прибавка, прибавка. Далее у меня идет просто ряд без прибавок, в следующем опять ряд с прибавками, просто без прибавок, здесь с прибавками, да, то есть я уже просто смотрю, как у меня идет этот скос. В каждом ряду делать его не нужно, где-то через ряд или через 2. Итак, мы с вами закончим 4-й ряд узора. Далее мы провязываем 2 ряда столбиками с одним накидом. Итак, мы чередуем, провязываем узор, не забывая, что у нас идет скос плеча. Это передняя часть. Здесь у нас идет углубление чуть поглубже. То есть здесь я смотрела, какая у меня должна быть длина плеча. Соединительными столбиками я прошла на необходимое мне количество. Но это я вам позже скажу, сколько у меня здесь сантиметров, сколько столбиков. Я вам показывала вязание полочки, а сейчас я вам покажу, значит, расскажу по спинке. Здесь сложностей тоже никаких абсолютно нет. То есть после того, как вы вывязали плечо полностью, сколько вам нужно, когда мы хотим спуститься на горловину, вы для себя отметьте, сколько сантиметров вам сделать углубление. Значит, делается углубление от 3 сантиметров и больше. Ну вот я здесь по спинке сделала 6 сантиметров. Значит, соединительными столбиками спускаемся по одной стороне и вяжем потом. Здесь получается вязание, оно прямое. Но я убавила один раз, то есть вот здесь
чтобы у меня был такой плавный скос. Далее вяжется прямо. Когда мы провязали, здесь посчитайте, сколько вы, значит, столбиков у вас пропущены. Ну, например, допустим, 15. Когда вы провязали необходимую ширину горловины, дальше вам нужно будет набрать в конце цепочку 15 воздушных петель. И все, и дальше также продолжается у нас вязание, только с этой стороны. Крайние столбики провязываем вместе, либо один столбик пропускаем и начинаем вязание в другой. Так же, как вы делали здесь. Здесь не в каждом ряду, например, в одном ряду прибавляете, следующий нет. Или вот как здесь, я, например, провязывала 4 первые ряда, не делая прибавок, потом уже начала делать прибавки. Все, а дальше также завершаете, как у нас с вами, и как бы сколько здесь у вас раппортов провязано, столько и с этой стороны провязано. И дальше просто вязание завершается. Когда я вязала полочки, я с обеих сторон прибавляла, я просто поворачивала вязание. То есть вот у меня, я смотрела, где у меня начало. То есть с одной полочки у меня, например, прибавки шли в конце, а если я вязала вот эту полочку, то у меня прибавки шли в начале ряда. Просто поворачивала начало вязания. То есть по полочкам у меня прибавки и с той стороны, и с другой. Только направление вязания, как бы оно по-разному. А так все остальное также провязывается. Вяжем воротничок. Первый ряд я хочу обвязать столбиками без накида. Так я делаю часто. Ну, как бы установочный ряд. Прикрепляем ниточку. Одна воздушная петля и далее провязываем столбики без накида по всему периметру нашей рубашки. Проходим так до конца, до вот этой полочки. Я обвязала, и теперь я хочу, ниточку я отрезала, и значит я хочу связать воротничок. Вот эту планочку я отступаю полностью и прикрепляюсь. Давайте посчитаю, сколько это получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 8-ю петлю от края. Прикрепляю ниточку. 3 петли подъема. И значит, столбиками с одним накидом буду обвязывать, чтобы у меня, значит, воротничок был правильной формы. Сюда в эту же петлю провязываем еще один столбик, а далее в каждый столбик провязываю столбик с одним накидом. Провязываем, проходим так по всему периметру. Здесь также вот эту планку мы не трогаем, можно отсчитать 7 петель и до 8 петли. В крайнюю петлю также провязываем 2 столбика в одну петлю, 2 столбика с одним накидом. Так нужно будет вверх провязать от 10 рядов и выше для, значит, нашего воротничка. Сколько получилось у меня, я вам об этом скажу позже. Для воротника я провязала 11 рядов. В каждом ряду в крайнем я провязывала 2 столбика с одним накидом. Вот здесь я пропустила один ряд и как бы посмотреть, вообще изменится полотно или нет. Да, то есть как бы если мы хотим, чтобы воротничок был острый, лучше делать прибавки в каждом ряду. Вот в крайний столбик провязывать
по 2 столбика с одним накидом. Но в целостности как бы это уже потом ничего не заметно. Отглаживала я его также с изнанки, просто проглаживала. И вот эта обработка дала очень красивый законченный вид изделия. Мне вообще нравится, как смотрится эта обработка. И я думаю, что я буду ее использовать и не только в крючковых изделиях, но и в спицевых. Для того, чтобы изделие смотрелось, края изделия смотрелись завершенными и выглядели красиво, по всему периметру я обвязала айкордом. У меня остались рукава, и я покажу, как я это делаю. Так, берем ниточку, прикреплять буду нить вот в этой части рукава. Нить оставляем подлиннее, чтобы спрятать кончик. И вот сюда, в петельку шва, я закрепляю. Теперь вот эту ниточку мы вот сюда будем прокладывать, и она у нас спрячется. Значит, подниму первую петельку, так, ближе, которую нужно поднять. Эту петельку подниму, захватываю нить через первую петельку и 2 провязываем. Теперь во вторую петлю поднимаю на крючок, протягиваем, провязываем. Конечно, обвязывать такой ниткой сложновато, приходится и назад возвращаться, но зато все наши усилия будут оправданы. Вторую петельку на крючок, протягиваем ниточку через первую петлю и 2 провязываем. Вторую нить на крючок. Вот видите, получается такой ровный краешек. И вот так вот по всему рукаву я пройдусь. Здесь же я закреплю ниточку и спрячу с изнаночной стороны. Изделие я буду отпаривать. Я уже отпаривала спинку и полочки. Значит, сейчас я обвяжу, нужно опять будет отпарить. И отпарю воротничок. Видите, тут загибается. Вот он, воротничок. То, что мы прибавляли по краешкам, он получился как надо. Ну и уже увидим готовое изделие. И как всегда в конце видео я хочу вам сказать: вдохновляйтесь, творите, создавайте, будьте неповторимы. Ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.